Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые происходят и что нас ждет с движением котировок рубля, доллара, евро, нефти и других интересных активов. Так, ну вот статья на 1Prime.ru. Мишустин назвал ситуацию в российской экономике непростой. Ну, я бы другим словом охарактеризовал. Ну ладно, оставим этот непростой, неоднозначный момент. Так, ну вот МЭА ухудшила прогноз спроса на нефть, но это, в общем-то, информация, она уже ранее была до публикации отчета сегодня, что где-то на 8-9% будет снижение. Так, в общем-то, оно и произошло. Так, ну и вот на Finance.ru статья о том, что Россия обращается к Франции за помощью по поводу производства вакцин. То есть своих мощностей нету, и поэтому нужно привлечение чьих-то мощностей западных для того, чтобы реализовать производства вакцины «Спутник». Но здесь вот это действие, оно в какой-то степени было ожидаемое по поводу запроса о предоставлении помощи. Единственное, мне не совсем понятно, что раз сейчас такая великая дружба с Китаем, почему бы не обратиться к Китаю по такому же вопросу. На текущий момент сейчас все субстанции, биологические, химические, они в основном производятся в Китае, в Индии, и поставляется в Европу, в Соединенные Штаты. Вот, поэтому здесь, мне кажется, наиболее рационально, с моей точки зрения субъективной, было бы, и с учетом поворота на восток, обращение именно к Китаю. Поэтому не совсем понятно, почему к Франции идет такое обращение, ну да ладно. Так, ну и вот по поводу ежегодной большой конференции, она пройдет в необычном формате. Не берусь предположить, что это будет за необычный формат. Так, друзья, дальше давайте посмотрим, что происходит с рынками. Американский индекс S&P 500, SFD на фьючерс. Ну вот видите, как сработал сильный уровень, успешно сегодня 3550. В него стукнулись, немножко его чуточку покололи, и сейчас уже идет обратное движение, цель которого потестить и пробить 3586. Вот здесь вот, как только это произойдет, нас ждет увлекательное движение. Сначала на 3620 и потом тестирование исторического максимума. Вот. Это движение не произойдет, если мы получаем откат и пробитие 3510. В этой ситуации наиболее вероятно пойдет движение с целью сначала потестить вот эту зелененькую штучку и потом залечь здесь в консолидацию. Так, друзья, далее DAX, немецкий фондовый индекс, дневной таймфрейм. Но хотел обратить внимание здесь на то, что по сути вот у нас достаточно негативная картинка выходит. И вот эта негативная картинка, которая указывает на то, что сейчас может развиться движение вниз с целью отработать 12400, 12450, она может быть реализована в том случае, если будет отбой от вот этих значений 13000, если ниже не пойдет, и если какое-то время будет консолидация вот в этом диапазоне. Если такое произойдет, то отсюда пойдет задерг и далее движение с целью потестить и пробить 13460. Так, далее ситуация с ВИКСом. Но сейчас она достаточно такая радужная, потому как продолжается вот это нисходящее движение. Ну и если идет снижение по ВИКСу, это позитив для рынков. Какой здесь может быть негативный момент? Негативный момент может возникнуть, если пойдет движение вверх и будет пробито 25,5. Вот пробитие на объеме 25,5 может синициировать дальнейшее движение, цель которого будет сначала сходить на 30 и потом попытаться пробить 30. На текущий момент, пока продолжается вот это движение вниз, цель этого движения сейчас это потестить нижний вот этот диапазон 22,5. Вот. Но на текущий момент как бы ВИКС указывает на то, что все, что происходит на рынках, достаточно позитивно для роста. И на текущий момент времени все риски, связанные с коронавирусной инфекцией и другими проблемами восстановления экономики, они пока временно существенной роли не играют. Но мы с вами видели, как это внезапно все может перейти на другую сторону и начать сыпаться. Вот, поэтому текущий тренд сохраняется на то, что ВИКС проседает, рынки растут, но здесь может выйти какая-то новость, которая эту ситуацию кардинально изменит. Вот, я думаю, все-таки эту неделю, скорее всего, мы спокойно доторгуем сегодня и завтра, а вот на следующей неделе уже могут быть варианты.
И скорее всего эти события, они либо в понедельник произойдут, либо в среду. Так, друзья, далее нефть. Но по нефти ожидания данных по запасам. И в течение этих ожиданий, видите, вот мы здесь висим, торгуемся в этой консолидации. Вот, я думаю, движение вот в этом диапазоне, оно и сохранится. Сегодня вот эту желтенькую линию покололи, но так до зеленого, до нижней границы не дошли, который 43,2. Вечером, когда выйдут данные, скорее всего будет движение. Сейчас мы с вами постараемся понять, в какую сторону это произойдет. Так, ну вот текущая картина, часовой таймфрейм, нефть Brent. Здесь пошло движение, цель этого движения, вот эта желтенькая линия 44.35. Она не будет достигнута, если сейчас будет задерг и пойдет пробитие 43,4. Если такого задерга и пробития не происходит, то в ближайшее время мы весьма вероятно вот сюда вот сходим на это значение. Далее по выходу запасов. Но сейчас здесь достаточно высокая неопределенность. Надо посмотреть, как будет идти торговля перед выходом непосредственно запасов. Вот. Но пока как бы что приходит на ум, это тестирование вот этого значения. И соответственно далее здесь по логике вещей, если запасы будут снижены, то мы увидим дальнейший пробой и движение с целью потестить 45,3. Вот. Сейчас здесь пока нету такой однозначной картины. То есть здесь вроде как произошел разворот. И вполне вероятно, что отсюда пойдет движение на 44,35. Но если не будет пробоя вот этого диапазона. Вот. Но сейчас как бы нет такого четкого сигнала, который бы указывал на то, что однозначно движение с высокой степенью вероятности дойдет вот сюда. Вот. Я могу только предполагать, что при приходе к этому значению произойдет какое-то событие, которое, возможно, еще немножко подтащит нефть на 45,3. Но обращаю ваше внимание, тут по нефти сейчас нету таких существенных позитивных фундаментальных ожиданий. Есть только диапазон 37.41, который удобен для большинства в среднем производителей нефти. Это диапазон по Бренту. И поэтому, скорее всего, все движения вверх и вниз, они потом будут приводить к тому, что их будут затаскивать назад за уши в этот диапазон. Но вообще вот по характеру этого движения, которое здесь было, наиболее вероятно, что отсюда должно развиться дальнейшее снижение. И цель этого снижения находится на 43, 42,55. Вот здесь вот в этом диапазоне. Вот. Но здесь сейчас происходит разворот. Единственное, есть ряд непонятных моментов по поводу того, что будет чуть попозже, через пару часов. Вот. Но больше все-таки напрашивается решение движения вот сюда, вот на 44,35. Вот. Но здесь надо четко понимать, что тренд идет нисходящий. И вот этот нисходящий тренд, он ведет, ну, для начала вот сюда, вот в этот диапазон. Так, далее золото. Но здесь движение в диапазоне. Сейчас 13.58 по Москве. Если в ближайшие там 30 минут будет удержан вот этот диапазон выше 1865, то наиболее вероятно, что отсюда пойдет движение, цель которого будет потестить 1871. Если такового не произойдет, то у нас цель движения это тестирование вот этого уровня 1860. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Но здесь вот вчера пытались пробить 23,8, его не пробили. Вот сейчас серебро находится в консолидации и идет речь о том, что будет, не будет удержан вот чуть повыше уровень, который 24. Вот если мы на 24 в ближайшие часы не сходим, то отсюда наиболее вероятно разовьется тестирование и пробой 24,5 вот этого значения. Вот как только здесь возникает пробой и консолидация, отсюда может произойти очень резкое движение на 26, вот сюда вот. Но опять же, если сейчас пойдет движение и тестирование 24, то скорее всего в ближайшее время роста не будет. Если пойдет дальнейшее движение и пробой 23,8, то мы сыпанемся, идем на 22,6. Вот. Пока здесь больше факторов указывает на то, что разовьется как минимум тестирование 24,5. И я все-таки думаю, здесь будет пробитие и проторговочка. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Но сами видите, что здесь происходит. Дошли мы вот до этого сильного уровня, дальше от него отбились. И, соответственно, сейчас
пошло движение. Но здесь на самом деле то, что происходит, это проторговка под сильным уровнем. То есть мы вот пришли к следующему более или менее весомому локальному уровню, это 76-75. И поэтому, если в ближайшее время не будет пробития диапазона 76-75, 76,6, вот видите, как он здесь сработал, то вот это все ведет к консолидации, набор позиций и повторное тестирование уровня 77.35. И в случае его пробоя движения, цель этого движения вот этот диапазон. Если будет пробит вот этот уровень 76,6, то у нас цель движения будет сформирована на 76. Вот сюда, вот 76, 76,1. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow котировка. Но здесь вот мы удержали диапазон 90,58, 90,45, вот этот. Если он сейчас не будет пробит повторно, то у нас отсюда цель движения это тестирование на пробой 91,1. Если этот диапазон сейчас будет откат и пробивается, то у нас пойдет движение, цель которого будет 90. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Но здесь по сути у нас была попытка разворота, но эта попытка разворота, она пока успехом не увенчалась. То есть сейчас здесь идет набор позиций, и чем дольше мы здесь торгуемся, находимся, тем больше вероятность того, что будет попытка сходить наверх, пробить 125 500, и после этого открывается движение, цель которого 130 тысяч. Так, ну и вот 4-часовик у нас здесь очень интересный. Он указывает на то, что вот этот вот провал, который здесь пытались произвести, он ни к чему не привел, то есть произошел отбой. И сейчас отсюда движение развивается, цель которого потестить 125 500. И в случае пробития на объеме у нас пойдет ракета, улет наверх. Вот. Если же все-таки происходит корректирующий откат и пробой диапазона 121 350, 121 тысяча, то вот эта вся конструкция, она улетает, и цель движения будет 117 600, 117 тысяч. Вот сюда вот этот диапазончик над зеленой линией. Так, друзья, далее российские акции. Ну, вот у нас Сбербанк. Вот смотрите, текущая ситуация, она чревата тем, что здесь может произойти разворот. Но у нас осталась одна цель 256,5, которая не отработана. Вот, соответственно, здесь, если сегодня пойдет движение и будет пробой 240 и пойдет закрепление под 240, то весьма вероятно, что уже сегодня или завтра мы по Сбербанку увидим уход, цель которого будет 228, 231. Вот сюда этот диапазон. Если Сбербанк не пробивает сегодня вот это значение, то здесь у нас по факту набора позиций будет скорее всего рывок с целью пробить 246 и потом отработать 256,5. Так, ну вот 4-часовик показывает, что здесь идет попытка разворота и отката, но пока эта попытка, она привела только к донабору позиций. И вот, наверное, наиболее вероятно, что в течение ближайшего времени будет тестирование на пробой вот этого верхнего крышечки консолидации. Так, друзья, далее Газпром, опять его злобные вихри там гнетут, санкции грозятся ввести еще одни по Северному потоку американцы. Ну что могу сказать, дневной график очень хороший, он отбился от 170, не пошел ниже. Поэтому по Газпрому, я так думаю, все-таки его на 184, вот куда-то сюда его затащат, вероятность очень большая. Но отмена сценария, если будет откат и пробитие 168, 167,5, вот этот диапазон. Если пробиваем, то здесь, скорее всего, рост ему не светит. Но общий оптимизм, который сейчас присутствует на рынках, ну, создает определенную вероятность того, что все-таки это движение состоится. Так, друзья, далее ВТБ. По ВТБ у нас была диверсия и высадка пассажиров. 34,2 пробили, и по идее здесь сформировался импульс движения, цель которого была сходить на 3,3, вот сюда вот куда-то. Но этого не произошло. Вот здесь его откупили, и соответственно сейчас вот этот импульс движения, он должен дойти до 3,5. И по факту тестирования на пробой 3,522, либо его пробить и улететь в космос, либо здесь будет отбой, и мы будем торговаться вот в этом диапазоне.
Вот. Сейчас, я думаю, все-таки будет небольшой задерг, а там тогда посмотрим. Если здесь пойдет снижение объема при приходе на этот уровень, или сейчас по факту окончания часа в 15:00 по Москве, здесь будет разворотная формация, тогда, скорее всего, его откатят сегодня. И цель движения будет вот сюда вот 3,4356. Если сейчас все-таки вот этот задерг проходит и закрепляемся выше, начинаем здесь консолидироваться, то есть все шансы в ближайшие дни увидеть 4 копейки по нему. Так, но если рассматривать его перспективу, вот у него один уровень есть на дневках, это 3,3762. В случае пробития он уходит торговаться вот в этот диапазон, ну даже пошире, 3,3209, и верхняя граница вот здесь вот. Если пойдет пробитие вот этой нижней границы, то все, скорее всего, с ним все варианты на рост будут покончены. Сначала будет движение на 3,24 и потом далее тестирование на пробой 3,15. Пока как бы картина достаточно оптимистична. Если внутридневные уровни удержим, то здесь у нас получается весьма вероятно, что отсюда разовьется движение на пробой сначала вот этого значения 3,5214 и потом здесь поэтапно. Вот первая цель здесь и потом дальше 4 копейки. Но 4 копейки здесь, наверное, все-таки он быстро так не дойдет. Но если сохранится общий позитив, могут его и на 4 копейки свозить уже в ноябре. Вот. Я все-таки не сторонник ВТБ, потому что бумага, она очень непредсказуемо ходит, и она почему-то часто очень стопы срезает. Вот. Поэтому в свое время я вот с нею наигрался и решил, что лучше спекуляциями с акциями ВТБ не заниматься. Ну, а инвестиции тоже как-то у меня не сложились с этой акцией. Так, друзья, далее Россети. По Россетям было много вопросов, но смотрите, вот здесь по Россетям пробитие вот этого уровня на недельном таймфрейме, это неделька, она должна была привести к тому, чтобы развилось движение, цель которого 1.25, 1.20. Вот. Но этого не произошло, потому что его здесь начали активно выкупать. Уже вот на той неделе, это было в октябре, и потом покупки активные продолжились. Переходя на дневной таймфрейм, могу обратить внимание, что здесь вот эта формация, которая возникла по факту пробоя уровня, она не дала реализоваться уходу в район 1,25-1,2. Его здесь активно начали выкупать. И текущее повторное движение на снижение, оно как раз привело к такому мощнейшему росту. И по сути вот локально все цели, которые были, они отработаны на дневном таймфрейме. Соответственно, сейчас вот здесь вот идет попытка разворота и коррекционного отката. И в том случае, если будет пробитие 1,6, мы такой коррекционный откат вполне можем получить. Цель движения будет 1,47, 1,45. Ну и на месячном графике мы сейчас подошли к таким уровням, пробитие которых 1,75, 1,77 приведет к тому, что отсюда пойдет движение, цель которого будет сначала 2, и в случае закрепления на 2 здесь есть перспектива движения, цель которого будет находиться на 2,85. Ну как бы по месячному графику здесь растущая такая формация, которая так или иначе должна привести к движению. Ну и если все будет хорошо, то конечная цель траектории этого движения находится вот здесь 5,42. Но здесь вот по движению, которое возникло, вот по этому пробою, у меня, конечно, есть вопросы. Здесь произошло что-то не совсем для меня понятное. По идее, вот это движение, оно должно было привести к провалам на 1,2. Но почему-то здесь этого не произошло. Обычно, когда такие вещи необъяснимые происходят, потом они продолжаются. Так, на дневке попытка разворота. Но если 4-часовик смотреть, то вот эта попытка разворота, она захлебнется и превратится в консолидацию в том случае, если не будет пробития 1,59. Вот 1,59 здесь некое магическое число, которое если удерживается, то вот эта разворотная формация, она будет сломана, и после набора позиций мы увидим дальнейший рост.
Если она пробивается, то здесь цель движения первая это 1.48. Ну а потом после отработки 1.48 здесь либо отскок, либо дальнейшее движение, цель которого 1,34. Так, ну и вот по Башнефти много вопросов. Прифы Башнефти, месячный таймфрейм. По месячному таймфрейму у нас здесь все хорошо, разворотная формация, и соответственно отсюда у нас сформировался импульс движения, у которого цель 1400. Если опираться на недельный таймфрейм, то здесь уже цель движения находится на 1500. То есть вполне вероятно, что вот этот импульс, который здесь произошел, он должен привести на 1500, вот сюда вот. Так, ну вот дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму мы нацелены на движение 1380, вот сюда вот. И далее, если будет пробой 1390-1400, то мы уходим выше на 1500. Сейчас вот здесь она может немножко затормозиться, проторговаться. Опять же, бумага завязана на нефти. Если мы по нефти увидим снижение на 35-33, то движение вниз этой бумаги будет неизбежно. Но текущая вот эта формация, которая здесь образовалась, она указывает на то, что наиболее вероятно мы увидим по дневному таймфрейму движение хотя бы на 1360-1380, вот сюда, вот в этот диапазон. Но, наверное, здесь более короткие таймфреймы нету смысла рассматривать, потому что бумага, она не очень ликвидна. Все, друзья, спасибо за внимание.